Всем здорово! В этом видео я бы хотел показать свои настройки для игры Call of Duty Warzone 2. Эти настройки предназначены для тех, у кого Full HD монитор, и для тех, кто смотрел всяких стримеров, у которых 2К монитор и 3090, но не понимает, почему их настройки не дают вам такой же FPS. Дело в том, что эта игра сама по себе очень прожорливая, поэтому сами по себе настройки подразумевают в себе то, что, допустим, Full HD вы можете стабильно играть в примерно 100 FPS, только если у вас 2060 и выше. Если брать NVIDIA, и если мы берем AMD, то это 5000-я версия видеокарты выше. Если у вас какая-нибудь 1060 или RX 570 на этих видеокартах, эта игра, ну, просто выше 60 FPS не выдает. Поэтому видео предназначено для тех, у кого выше, чем 2060 и 5000 RX соответственно. Итак, настройки. Частота обновления, разрешение экрана можете оставить авто, но я бы рекомендовал поставить все-таки это все вручную, по той причине, что у меня и у некоторых других почему-то авто настройка ставится как-то криво. У меня, допустим, если я сейчас поставлю авто, вы можете увидеть, это будет что-то, что я не знаю, что это за разрешение, честно. Мне самому интересно. Но давайте я верну классический Full HD. Формат экрана, собственно, то же самое. Ставите вручную, можете оставить авто, если у вас ничего не багует. Вертикальная синхронизация всегда абсолютно везде выключается. Можете включать это в каких-нибудь сюжетных RPG, но во всех онлайн-играх всегда выключается по той причине, что добавляет просто огромную задержку ввода, то есть input lag. Максимальная частота кадров стоит по выбору. По сути, ничем не влияет, можете поставить без ограничений. В меню у меня стоит 60, ну, максимальная в игре 300. Повторная оптимизация шейдеров и просто оптимизация шейдеров нужна, если у вас есть надпись, что шейдеры не оптимизированы, либо если просто что-то все лагает с ни того ни с сего 10 FPS. Можете попробовать повторную оптимизацию шейдеров, он просто их переустановит. Гамма, собственно, 2.2 для мониторов вообще любых, 2.4, если вы консольщик на телевизоре, потому что там совсем другая цветокоррекция. Яркость, собственно, по умолчанию стоит 50, я ставлю 52, теперь у меня стоит 55, по той причине, что мне так просто лучше, я всегда выкручиваю яркость чуть повыше. Ну и в темноте враги будут видны чуть лучше, вообще всякие текстуры и прочие элементы будут выглядеть намного четче. Маскирующая рамка нам не нужна, она нужна для тех, у кого огромные широкие мониторы. Качество. Масштабирование резкость стоит Fidelity CAS. Собственно, если у вас видеокарта выше, чем 2060 у NVIDIA, либо выше, чем 5000-я версия, любая 5000-я версия у AMD, то ставите Fidelity CAS. Это просто добавляет четкости, резкости картинки. Ставится иногда на 30, 80, кому как удобно, кто-то на 100 выкручивает. Давайте я покажу, как это выглядит на 30. Это выглядит вот так. Можем посмотреть на какой-нибудь камень, на дерево. Как выглядит Fidelity CAS на 100. Вот так. Картинка намного реже. Вы видите каждую травинку. Вот тут вот, где у меня прицел. Не знаю, зачем это нужно. Опять же, зависит скорее от вашего зрения, от ваших предпочтений. Мне вполне достаточно на 75-80. Сглаживание. Сглаживание фильмик SMA, либо просто SMA, это тоже всегда сложный вопрос. Но дело в том, что фильмик SMA это то, что будет жрать у вас 5-10 FPS. Стабильно оно именно размывает. Можете присмотреться вот на эти двери на втором этаже. Это будет именно немного размытое изображение. Точно так же немного размытые дальние объекты. Как это будет выглядеть, если мы поставим, допустим, просто SMA на тот же низкий? Будет выглядеть это так, что сразу появляются лесенки на объектах при движении. Вот я просто двигаю прицел, и все дальние объекты, они уже начинают переливаться. Фильмик, он именно добавляет небольшое такое мыльцо, чтобы сглаживать объекты, сглаживать края.
Можете попробовать оставить просто SMA, но поставить его не на низкое, а на обычное. Но таким образом делается все то же самое, что и фильмик. То есть немного сглаживаются края и добавляется мыло. Опять же, чтобы не заходить далеко, последний раз показываю, как просто будет SMA. Вот, видим, что фонарные столбы теперь переливаются, так же, как и все дальние объекты, так же, как все дальние тени, так же, как и вон те антенны. У меня стоит именно фильмик, потому что мне намного лучше, когда у меня все пиксели не переливаются на экране. Масштаб видеопамяти. Это сколько именно видеопамяти будет кушаться у вашей видеокарты. Дело в том, что кто-то выкрутит на 90, кто-то поставит 80, 70, если у них прям очень мощная видеокарта. У меня 3060 Ti, я рекомендую ставить 80 вообще всем, по той причине, что настройка баговая. Если выкрутите 80, FPS никак не изменится, но жраться видеокарта будет меньше. Таким образом, на фоновые приложения у вас останется больше видеопамяти. Тот же Discord или браузер, который у вас открыт на фоне. Дальше, разрешение текстур. Кто-то ставит минимальный, кто-то ставит высокий. Как будет выглядеть низкий, который многие любят ставить? А выглядит он таким образом, что ближайшие деревья будут выглядеть вот так. Вот, расстояние метров 30. Кусты, деревья. Вот это здание. А теперь, если мы вернем на обычное, которое у меня стояло, то ближайшие кусты, деревья уже выглядят намного лучше. Здание тоже прогружается намного лучше. И сама по себе текстура поверхности выглядит намного четче. Я рекомендую оставлять на обычном, потому что разница между обычным и высоким не сильно видна, но жрется видеопамяти намного выше. Не рекомендую ставить низкий, потому что, как вы можете увидеть, на низком текстуры совсем мылятся, даже вблизи. Вот я просто шагаю вперед, они прогружаются на ходу. Деревья, собственно, тоже прекрасные, кусты великолепные. Анизотропная фильтрация высокая, потому что кто-то любит ставить ее на низкое, не знаю почему. Анизотропная фильтрация — это привычная нам во всех других играх 16x, 8x, 4x и так далее. Всегда выкручивается абсолютно на любых видеокартах, даже на своей старой и слабой видяке. Я всегда выкручивал это на максималку. Тут это почему-то просто высокое, на деле это 16x. Совсем не жрет видеокарты, но под углом некоторые текстуры иногда выглядят лучше. Это редко заметно, но дело в том, что и видеопамяти не расходуют. Дальность отрисовки деталей дольше либо короче. Никак вообще не нагружает видеокарту, процессор, но добавляет маленькие камушки, различные листики на более дальние дистанции. Рекомендую оставить. Качество частиц высокое и качество частиц обычное. Немного кривой перевод с английского. Дело в том, что тут идет качество частиц, а во второй вроде бы их количество и именно прорисовка. Общее качество частиц ставим на высокое, по той причине, что во время взрыва и дыма у вас будет это все настолько пиксельное, что я не знаю, увидите ли вы там вообще врага. Качество частиц, которая вторая, ставим на обычное, по той причине, что тут просто не нужно прям высокой прорисовки. Минимальное никогда нигде не ставьте, низкое можете попробовать. Можете попробовать высокое. Я тестировал, не увидел разницы почти никакой, оставил обычное. На FPS тоже разницы никакой. Следы от пули рисунки, кому как нравится. Никак не задействует видеокарту. Кому-то нравится смотреть, как после убийства врага остаются следы от пуль на стене, без проблем. Кому не нравится, выключайте. Качество шейдеров влияет на то, как именно будет выглядеть ваш скинчик на оружии, именно у вас в руках. Я поставил низкое по той причине, что между низким и средним я разницы не заметил почти никакой. Высокое, собственно, ставить смысла нет, потому что это все-таки тоже нагружает видеокарту. Тесселяция добавляет различные текстурные элементики. Вот кирпичик немного приподнимется текстурно на полу. Где-то на стене еще выйдет какой-нибудь кирпич, какой-нибудь подоконничек. Непонятно, зачем это нужно в онлайн-игре. Советую отключить. Память детализации ландшафта. Если у вас меньше 8 гигабайт оперативной памяти, ставите минимум. Если больше 8, ставите максимум. Отображение текстур по требованию. Зависит от того, насколько у вас свободного места на жестком диске либо SSD.
Вы можете это включить, как в данном случае я включил, по той причине, что у меня на SSD есть свободное место. Игра подгружает текстуры, которые позволят игре выглядеть чуть-чуть лучше на глаз. Расходуется именно место на жестком диске либо SSD. В данный момент у меня 32 гигабайта на это выделено. Собственно, если у вас SSD на какие-нибудь 120 гигов, не надо, не включайте. Качество отображения можно изменить только в главном меню, поэтому я сейчас изменить его не могу. Ставится низкое, обычное, либо высокое. Опять же, то же самое, что качество текстур. Немного будет видна разница, но не сильно расходует видеокарту. Советую ставить обычный, либо низкий, если у вас видеокарта более слабее, чем 3000 версия NVIDIA или 6000 AMD. Объемное освещение низкое. Подводные блики нам тоже не нужны. Качество непрямых физических моделей воды тоже не нужно. Свет и тени. Почти всегда во всех играх стараюсь выключать их, либо ставить на самое низкое. Все стоит на все самом низком, либо отключено, но кроме карт теней. Карты тени стоят просто на низком, не на минимальном, потому что на минимальном они прям очень слишком мыльные. Просто на низком сойдет. Отражение в экранном пространстве, просто отражение, погода, все это отключено на самое минимальное. NVIDIA Reflex. Собственно, режим низкой задержки от NVIDIA всегда либо включается, либо вкл плюс Boost, ну тут повышенная громкость, русский перевод. Включается он в том случае, если у вас видеокарта и процессор примерно одинаковой мощности. То есть будет расходоваться и видеокарта, и процессор. Но если у вас видеокарта намного сильнее, чем процессор, в моем случае 3060 Ti, и процессор Ryzen 5 3600, который на самом деле уже слаб под эту видеокарту, хоть он до сих пор и вывозит. Поэтому рекомендую ставить включено плюс Boost, по той причине, что видеокарта будет расходоваться буквально на миллипроцентик выше, но процессор расслабится. Глубина резкости, размытие в движении, вообще во всех играх всегда выключаю. Зернистость тоже, я не хочу, чтобы моя игра была похожа на зернистый фильм. Обзор. Угол обзора ставлю всегда максимальный. Поле зрения прицела ставится зависимое. По той причине, что если вы поставите независимое, то при прицеливании у вас будет ощущение, как будто вы целитесь не с однократного прицела, а с четырехкратного, потому что намного сильно все приближает. Зависимое делает таким образом, что прицеливание будет совсем небольшим. Собственно, на картинке тут это прекрасно отображается. Поле зрения для оружия шире, поле зрения для транспорта шире. Звук. По звуку тут, собственно, кому как нравится. Единственное, в микшировании стоят наушники. Обычные, не усиление басов. А также уменьшить звук контузии. Интересная довольно функция тем, что во время взрыва, во время того, как вас станет, флешет, звук будет не прям очень громким на все наушники, а небольшим. Интерфейс. Тут все по классике, по умолчанию. Мини-карта квадратная, мини-карта вращается, компас горизонтальный, метки попадания, все включено. Интерфейс транспорта не скрывать. Телеметрия у меня включено, отображение FPS, пинг и потеря пакетов. Собственно, вот они сверху. По сути, все. В интерфейсе все. Сети учетная запись. Тут же отключается текстовый чат, который вам, скорее всего, не нужен. Можете также отключить голосовой во взвуке. Вот он. Опять же, кому как нравится. Голосовой у меня стоит, текстовый выключен. По сути, все. Итак, далее мы идем в панель управления NVIDIA. И здесь нам нужен регулировка параметра цвет рабочего стола. Здесь же нам опять же нужна цифровая интенсивность. Ползунок, который, собственно, повышает вам сочность картинки, немного ее яркость, контрастность. Далее, настройка G-Sync. Отключаем ее полностью со всех мониторов. Если у вас есть AMD FreeSync, тоже отключаем ее полностью со всех мониторов. Дальше мы переходим в управление параметрами 3D. И в глобальных настройках все, что нам тут нужно, это поставить размер кэш-шейдеров на 100 гигабайт.
По умолчанию он стоит для драйвера, драйвер сам резервирует, что хочет. Но я рекомендую, если у вас много места на жестком диске, ставьте 10 либо 100 гигабайт. 10, если у вас мало. Но поставьте 10 либо 100 гигабайт. По той причине, что это те же самые шейдеры, которые постоянно резервируются, которые колда постоянно скачивает, чтобы оптимизировать свою игру. Мы делаем то же самое с видеокартой, только сейчас сохраняем это на жесткий диск. То есть таким образом они у вас кэшируются, и намного меньше будет вылетов, просто в разы. Намного меньше будет лагов и так далее. То есть кэш шейдеров в самой видеокарте можем поставить 10 либо 100 гигабайт. У меня 100, у меня много места. Программные настройки. Жмем добавить, выбираем здесь вашу Call of Duty Modern Warfare, вот она. Добавляете ее, и что нам тут нужно? Масштабирование изображения. Нам нужно выкл. По той причине, что я не хочу, чтобы видеокарта сама решала, как масштабировать мое изображение. Это повышает резкость, немного масштаб картинки, но нам это не нужно по той причине, что у нас обычный Full HD монитор, и плюс в самой игре у нас стоит и так Fidelity Cas на резкость. От самой видеокарты мне это не нужно. Анизотропная фильтрация, как я уже говорил, во всех играх всегда стоит 16X. Собственно, на производительность не влияет, но тут, чтоб уж точно игра это увидела, ставим 16X. Вертикальный синхроимпульс, это опять же вертикальная синхронизация. Используем настройку 3D приложения GP Rendering OpenGL. Ставите либо у вас стоит, скорее всего, автовыбор. Я поставил сам свою видеокарту, потому что если у вас процессор с встроенным ядром, система может иногда переключаться на него. И таким образом вы получите меньше FPS, вы получите просадку, потому что система почему-то подумала, что переключиться на другое ядро, выделенное, лучше, чем ваша видеокарта. Максимальная частота кадров выключена, максимальное в фоновом приложении тоже выключено, потому что я уже в самой игре настроил эту частоту кадров. Мне не нужно, чтобы еще видеокарта этим занималась. Метод представления вулкана OpenGL ставим на авто. Потоковая оптимизация тоже авто. Режим низкой задержки выключено, потому что у нас и так уже стоит NVIDIA On плюс Boost, либо просто включенный. Режим управления электропитанием обычный. Гамма-коррекция выключена. Прозрачность сглаживания тоже выключена, потому что на прозрачные объекты, такие как стекла, нам по сути сглаживать не нужно. Сглаживание режим. Управление от приложения. Тут игра пусть сама определит, какой именно нам нужен режим сглаживания. Там TXAA, фильмик TXAA, просто FXAA. Мы это поставили уже в самой игре, так что пусть видеокарта от игры и требует это. Совместимость OpenGL ставим авто. Тройная буферизация выключена. Анизотропная оптимизация тоже выключена. Фильтрация текстур качества стоит на качество, либо производительность. Высокое качество, высокая производительность не ставьте, начинают появляться баги, начинает появляться непонятная загрузка видеоядра, непонятные скачки FPS. Нам нужно либо качество, либо производительность. И тут все зависит именно от вашей видеокарты и от вашей мощности компьютера. Ставите качество, если у вас и так нормальный FPS, вас все устраивает, вы играете. Ставите производительность, если вы хотите пожертвовать картинкой не сильно много, и скорее всего вы даже не заметите разницу прям в геймплее, но она все равно будет. Возможно, когда вы будете стоять около какой-то текстуры, разница будет видна вот прям очень сильно. Но либо качество, либо производительность. Производительность повысит FPS немного, порежет картинку достаточно нормально. У меня стоит качество, потому что моя видеокарта это позволяет. К фильтрации текстур. Отрицательное отклонение UD вроде бы. Ставим ее на привязку. И трилинейные текстуры тоже на включено. Так, тут мы закончили. Дальше идем в настройки Windows. И здесь нам нужен игры. Выключаем Xbox Game Bar. Игровой режим включаем.
Оптимизирует вашу систему для игр, таким образом немного замедляя фоновые процессы. Они полностью не выключатся, глючить не будут, просто на них будет уходить ну вот чуть-чуть меньше вот видеопамяти, оперативной памяти и так далее. Далее переходим в панель управления. У меня она тут выведена, можем ее забить, не суть важно. Панель управления, переходим в электропитание и жмем High Performance. У вас тут будет просто высокая производительность, либо High Performance. У меня же это оптимизированная High Performance для AMD процессоров. По сути, то же самое. Ставите какой угодно, главное, чтобы была высокая производительность. Переходим обратно в панель управления, Brandmauer защитника Windows, включение-отключение Brandmauer защитника. Полностью его отключаем. Он вам не нужен, если у вас есть хоть какой-то еще антивирус. Только зря нагружает систему. Далее нам нужен Intelligent Standby List Cleaner. Ссылка на скачивание будет в описании. Программка, которую, наверное, уже кто-то слышал. Она постоянно висит у вас в фоне, запущенная вообще всегда, неважно, играете вы или что. И она чистит вашу оперативную память, если она забьется. То есть вот тут у меня стоит 2 гигабайта, 2 гигабайта. То есть таким образом, если оперативной памяти станет на 2 гигабайта меньше, чем она вообще максимальная, то есть, допустим, у вас 16 гигабайт оперативной памяти, она забилась на 14, все, она почистится. Вот тут будет отмечено, что она почистилась, и будет отображаться свободная память, как сколько у вас заново доступно. То есть чистит оперативную память. Тут у меня стоит 2 гигабайта, 2 гигабайта, обе галочки, чтобы он запускался вместе с Windows, а также сворачивался. И вот тут вот ставим кастомный таймер. У меня стоит 0.5. Все. Polling Rate 1000. Все, больше тут ничего не нужно. На этом настройки закончены. Всем спасибо за просмотр. Желаю приятных каточек и стабильного FPS. Пока.